Все, привет, друзья. Мы в Астрахани. Мама там. Все здесь, Манамина, Аня, Руслан. Вот, короче, мы в Астрахани на даче сейчас уже. Дело в том, что у меня сломался жесткий диск, и у меня все материалы, которые я снимал, они накрылись. Вот, я поэтому не выкладывал ничего. Не знал вообще, что выкладывать. Вот, у меня есть уже будущие съемки, но я не хотел прыгать на будущее, а потом в прошлое. В общем, я дал свои диски, а оказывается, нужно отправлять диск в Москву, потому что здесь недостаточно лабораторий в Астрахани. И я поэтому решил не ждать. Вот, да, я их восстановлю там за несколько десятков тысяч, но буду загружать потом уже. Может, просто на Яндекс.Дзен загружу только. Вот, поэтому сейчас будем идти дальше. В общем, что у меня пропало? В общем, я купил машину, забрал из сервиса, регистрировал ее. Все, смотрите. 30-й регион, Астрахань. Я сниму себе видеоурок. Да. Не смывается. Как тебе в России? Работать надо. Уже кнопочки не понажимаешь. Деньги Эти номера надо выбрать. Столько проблем с этим номером. Дольше, чем регистрация. Во все сервисы уже заехали. В одном болтик купить, в другом отвертку спросить. Готово. Все, я высадил, в общем, Сашу. Сам припарковался, приехал домой. Вот, в общем, менял я, короче, регистрировал машину, менял номера, получил новую ПТС, СТС на мое имя. Вот, в общем, с лица стер всех предыдущих владельцев. Номера еле поменяли, номера вообще в один сервис. Там болгаркой отпиливали, они за 15 лет просто вшились уже очень сильно. Где там Нави? Теперь номера надо менять, потому что номера были московские, а сейчас, если ты регистрируешь машину, то ее регистрируют по месту жительства. Вот, и номера соответствующие нужны. 30-й регион у меня. Так что можно меня поздравить. Машина теперь точно официально моя. Сегодня 10-й день, как раз 10 дней давалось, чтобы зарегистрировать ее. Потом мы поехали в город Родники, Ивановская область, к родственникам мужа сестры. Вот. Они там вообще жили, у них там квартиры, и там же родители живут. Привет, мой семья Степановых, Мандая. Красивые такие. Все, нам остался часочек, и мы дома. Вот там нас кормили вкусной едой, с продуктами с фермы собственными. Юрчик, Юрчик, все в порядке? Ой. Правильно, Кейк. правильно. Eating cake. Найви. Нави ест торт. Правильно. Овощной торт. Правильно, правильно, Найви. Тише, тише, Да. не бери селедку мою. Не сравнится с Yummy. вьетнамской. Лучше, чем в Вьетнаме. Better than Vietnam. In Vietnam, it's with fish. Where's the fish? Все, что ты выучил за 3 класса музыкальной школы. Да, это все, что я выучил за 3 года. Amazing. I know this. Кто тут? This strawberry just here. Кто тут чаевничает? Delicious. Чаевничаем. Чаевничаем. I like the food here already. Drink tea. Красивый закат. Wait, so far. Юрчик там катается. Юрчик, как дела? Нави там все много чего попробовал впервые, вот ей все понравилось.
ну да, как диск установят, выложу подробнее об этом видео. Также и потом мы поехали домой. Ну, не домой, а в Подмосковье обратно в эту квартиру. Вот, и отсюда уже, в принципе, есть видео, они сохранились у меня на флешке GoPro. Вот, потом я забирал свои вещи у друга в Москве. Но об этом тоже все будет тогда. И потом мы все вместе полетели в Астрахань. Вернее, Навия, Аня, ее муж, моя племянница, они полетели. А я поехал с другом. Вот друг специально ко мне из Астрахани приехал на автобусе, чтобы проводить меня в Астрахань обратно на машине. Вот, потому что он и друг хороший, и у него есть также стаж вождения. Вот, мы по очереди везли. Но об этом всем уже будет поподробнее дальше. Итак, вот начнем с того момента, как мы поехали вот из Родников обратно. Отсюда, откуда и есть материалы. Вот, Навя здесь удивляется всему. Винограду, говорит, виноград. Она не видела, как растет. В них он очень дорогой, как экзотика считается. Говорит, вообще место просто очень, ну, интересные. Наши дачи российские для нее очень интересно. Типа такие атмосферные, аутентичные места такие. Груши растут. Астрахань ей тоже очень понравилось. В центре. Спокойный центр там. Ну, короче, об этом уже все будет, подробности. Вот, так что прошу прощения за такую задержку. Что выпало, я просто вообще не знал, что делать. У нас там еще кругом вещи валяются. Вот. И такая каша была и снаружи, и в голове. И я просто просыпаюсь и не знаю, что делать вообще. Ну и встречи, да, со всеми родственниками. Тоже время со всеми повидаться, пообщаться и так далее. Так что все, врываемся обратно, и будет много контента уже скоро. Going back to Moscow. You ready? Доброе утро. Доброе утро. Привет. Привет, папа. Привет. Как дела? Как дела? И малыш. Я не хорошо. Я не пуп. Ты не какал? О. Все, сегодня мы едем домой. Ну как домой? В Подмосковье. Обратно. У нас еще 10 дней. Сегодня у Юрчика день рождения, кстати. С днем рождения. Oh, birthday today. I forgot. 3 месяца. I always forget. 3 months old baby на мама. Yay! You're already 3 months. Юрий сам в шоке. С днем рождения тебя. Все, сейчас заедем еще к Ане. Скажем пока им. Но мы скоро с ними увидимся. Мы вместе летим в Астрахань. И они могут сюда теперь возвращаться. Это их вообще же квартира. А они пока у родителей, где мы ели постоянно. Это родители. Сейчас я пойду пока грузить некоторые вещи. Капец, вещей сколько стало. Нам все еще что-то дает, огурцы надавали. Помидоры, короче. У нас уже, походу, полный багажник. А у меня еще вещи у друга лежат с того момента, когда я уехал в Азию. И еще, ну еще наши все вещи. Вот так вот, да. Хорошо, уже забито. Надеюсь, когда я сиденье свожу, если я сиденье свожу, будет побольше места. Ну, еще коляску Навя заберет на самолет. Но на самом деле еще довольно-таки простой. Учитывая, что это не компоновалось сильно. В принципе, еще пусто. Все так прилично. Happy birthday, Yuri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Все, Юрий, скажи пока, этому дому. В следующий раз ты будешь здесь бегать уже, наверное.
Пока Airbnb. Ой, трудно. So cold. Happy 3 months, baby. Happy 3 months, baby. Доброе утро. Все, ключи сразу, чтобы не забыли. Вот они. Сейчас пробок не должно быть, да? Ну ладно. Пока. Так, 4 часа. 4.4. 4 часа 40 минут пишет. Вот, я еду, кстати. Ну и нет такого, не знаю, я что-то представлял, когда в Россию поедем, ну что будет разбитые дороги, разруха, ну к этому я готовился как бы. Блин, ну я еду, смотрю, вот не знаю, может это только в Ивановской области такое, ну все классно, разметки новые везде, дороги ровные, все прилично, домики красивые по бокам, ну не знаю, едешь как будто где-то по Канаде, не знаю, или еще где-то, ну похоже очень. Сосны такие, елки. Вот. Может в Астраханской, да, будет в Астраханскую область езжать, там может быть другое. Люди все вежливые, ну не знаю, все ездят по правилам. Не знаю, мне везет, может, или как. Ну, типа диссонанс какой-то с тем, что говорят, там пишут в комментариях, Россия для грустных, все уныло. Ну, не знаю, я вот такого не вижу. Может, либо это в глазах смотрящего, либо мне везет, либо это район такой, не знаю. Сами что думаете, напишите. Вот. Я вижу, не знаю, позитив, нам в магазине скидку делают продавщицы. Ну, не знаю, ну, есть там, да, люди ругаются где-то, там, где-то. Ну, это как-то оно, не знаю, не воспринимается мне близко к сердцу. Не знаю, смотрите, красота какая. Все круто, красиво. Посмотрим, когда поедем в Астрахань, посмотрим, что там. Ну, пока вообще все классно. In promise in the strings, I see love in our hearts, and futures in our dreams. It's a tunnel kind of vision, like alcohol. Города тут тоже прикольные. Но единственное, да, вот дороги, может, немного подубиты в городах, особенно больших, там, типа Иваново, Владимир. Вот. Но еще, наверное, возможно, лето, потому что как бы все более позитивные, люди более позитивные летом. Зимой, наверное, более мрачно, особенно когда межсезонье, грязь и так далее. Ну и, конечно, я не могу вжиться в роль жителей и сказать, что они чувствуют, нужно больше времени. То есть по истечению нескольких месяцев я уже смогу более определенно что-то сказать. Ну и тоже, да, уровень жизни у всех разный. Не знаю, просто вот как со стороны я вижу, могу сказать свое мнение. Так, конечно, я не могу размышлять о жизни, кто как живет, хорошо или нет. Вот. Но все равно я верю в то, что многое зависит от нас. И часто люди, которые еще не были нигде, любят сильно, да, негатива много пускать и думают, что везде вот лучше. Но нужно сначала проверить и везде пожить, прежде чем сказать, потому что, да, когда люди смотрят на ютубе много, вот там хорошо, здесь хорошо, а на самом деле там тоже вот много минусов. Все, наша первая остановка в Владимирской области. Сколько мы ехали? 3 часа еще осталось ехать.
полтора мы где-то едем. Сейчас кофе хочу взять. Переодеть Юры. А, его спина все еще болит. Давайте капучино XL. Юрочка, сменяем тут. Нету там у нас в туалете ничего. Такая маленькая заправка, нет ничего. Все, вылил свой кофе. Так, сейчас положим Юрия в коляску. Покормим немного. Да поедем. Вот так, в принципе, можно долго ехать. Вот, вставать, так отдыхать. Взять плитку, может, газовую. Ну, правда, не на заправке, наверное. И после того, как он смеется постоянно, икать начинает потом. Вот, так остановились. Дождик, романтика. Можно что-нибудь приготовить. В принципе, здесь и спать спокойно. Сидушки эти разложить. Если вещей немного, вещи сюда закинуть, матрас постелить. Спать спокойно. Кондиционер можно включить. Либо окна открыть, если нет никого. Ладно, будем сажать Юрчика. Готов, готов. Готов, малыш. Ready? Ready, I'm ready. Все, едем во Владимире. Okay, 100 seconds waiting. Big road. I need to know now, now. Our little traveler. Moscow is awake. Hi, baby. They have more subscribers. Все. Час 30 осталось ехать. Остановились с дальнобойщиками. Отдохнуть, покормить, размять Юрчика. Все, осталось полчаса. Время час почти. Вот, выехали где-то часов в 7:30, наверное, выехали. Нормально. Юрчик спит в основном в своей сидушке. Все, вот мы здесь. Поехали. Теперь надо дойти до дома, взять все вещи, наверное. Большинство вещей. Наверное, я еще раз спущусь. Вот, время 1:20. Как доехал Юрчик? Ехали. Все в порядке? Все, приехал домой. Домой приехал. Ура! 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 Иди сюда. Спать. Все, десна прошли пока. Welcome back home. Ой! Ой, ура! Ура! Нам Аня в тему прям подарила эту штуку. У него
Зубы как раз начали прорезаться. Теперь он может сам себе помочь. Вместо того, чтобы руку грызть свою. О, как хорошо. Почесать десна можно, да? Ой, как хорошо чешется. Это специальная такая штука для рта, чтобы держать и грызть можно было. Ой, как приятно, да? Ой, наконец-то зачесали. Идти будет уже через 3 минуты. Заказали продукты. Вот это малыш тут. Ничего себе. Ничего себе. Здравствуйте. 10 минут назад заказал. 2 минуты осталось. Притом такой внушительный довольно список продуктов. They run like that in store? Okay, deliver. Нави готовит курицу. It's not goritsu. Beef, pork. Нави готовит свинью. Свинью. Мясо. Мясо? Нет. Ау. Та-да. Вот это. Юрочка. Нам дали, ребята, кучу овощей. Where did we bring this? I know how to cook. Из Иванова. Oh, you didn't order. Кабачок. Здесь у нас еще целый чемодан картошки. Здесь соусы. Спасибо. Они уже знают все быстро, у них все слажено. На велике. Яйца дешевые были. Всего 44 рубля за десяток. Здравствуй, Юрчик, здравствуй. Ты слушаешь? Сосиски. So many malafu. Йогурты. Масло. Все, приятного нам аппетита. Увидимся. Все, еле открыли мы соленья. Очень были плотно. This is from last year. Нави не пробовал еще ни разу. Помидоры. Огурцы уже пробовал, но такие во Вьетнаме покупные. I like this. So crispy. Криспи, nice. Хрустящий, говорит. Вкусно. I like. Томато, I what like about pickled tomato? cucumber. Ой. Мне обычно помидоры не нравятся. Delicious. О, итак, еще один подписчик до 70. Stories. Опять кто-то отписался. Итак, ждем отчет. Еще 2 подписчика до 70. Subscribe and then subscribe. Давай. Давай. Еще один. Ей! Who are you? Who are you? 70 тысяч. Спасибо. Thank you.